Давно мы с вами здесь не были. Как вы слышите, работают генераторы, но это не останавливает одесситов хоть как-то нормально проводить время. Сегодня уже середина января 2026 года, и всем привет из Одессы. Всем большой привет. У нас холодно. Сколько сейчас, Ир? Не то слово холодно, не знаю, минус 5, минус 7. Минус 5, минус 7. Минус 12, наверное, минус 14. Я иду, и у меня под ногами хрустит Очень снежок. снег. Ой, так украсили город красиво, несмотря на все сложности, в которых мы сейчас все живем. Все равно, посмотрите, какая прелесть у нас везде. Привет, привет. Боже, редко, когда в Одессе так холодно. У нас прошлая зима была достаточно теплой, а видите, в этом году не повезло. У нас ночью было минус 12 градусов. И прям окна, вот даже в квартирах, вот все равно прохладно, отопление не очень хорошее в связи с отключением света, но окна, знаете, так запотели. Видно, что на улице большой мороз. Хрустит. Да. Не всех пугают холода, мы думали, в парке будет людей поменьше, но тем не менее все выходят на прогулки. Света ни у кого нету. Надо выгнать дурь с головы. Извини, я тебя перебью. Света ни у кого нету, потому что поэтому люди максимально времени проводят вне дома. Как бы сейчас тяжело нам не было, но как ни крути, Одесса – город хорошего настроения и юмора. Говорят, что танцы во время войны – это не про радость, это про жизнь. И так оно и есть. Люди у нас держатся, люди не унывают, и люди не сдаются. Несмотря на то, что на улице неимоверная холодина, все приходят на танцы. Это обязательно во вторник и в пятницу здесь, в парке Марка Твена. Здесь точно никто не мерзнет даже в самую холодную погоду. Все набираются оптимизма, хорошего настроения и снимают стресс, который накапливается у нас ежедневно. Сначала мы не хотели танцевать, вели себя скромно, но потом поняли, что в такую холодную погоду именно это нас и спасет. Ирина не выдержала и тоже пошла в танцы. И потом мы поняли, почему сюда любят приходить люди абсолютно разных возрастов. Говорят, танцуй, даже если тебе больно, особенно если больно. Знаете, танцы избавляют реально от стресса и улучшают качество здоровья, потому что воздействуют и на физическое здоровье человека, и на психологическое здоровье человека, и это уже научно доказано давно. Холодно. Мужчина говорит, вы же говорили, что не танцуете, потому что скромно. Я говорю, когда так замерзаешь, то скромность улетает. Сейчас, Ирин, хочу, послушайте, как хрустит снег. Слышите? Настоящая зима в Одессе. А тут немного экзотики. Юга еще зеленая, посмотрите. Вот трамвай едет. Ирина говорит, электротранспорт в Одессе. У нас после сильного обстрела по сей день не ходят ни трамваи, ни троллейбусы, но зато в парке, мы сегодня с вами в парке Горького, старое название, новое название в парке Марка Твена, и здесь ездят вот такие поезда. Но, к сожалению, все пусто. Нет, не Потому что... кто-то катается, да. Ребята катаются. Так как и на трамваях, реально, и на троллейбусах. Я потеплее оделись, даже зверушки. О, футболисты играют в футбол. Я не знаю, как они не мерзнут. Смотрите, они раздеты. Спортсмены. Настоящие спортсмены. Мы не такие. Мы Нет, по-быстрому мы другие. сегодня. Мало людей, мало. Я думаю, что все были днем. Возможно. Дети тут на горках. У нас снег в Одессе, это экзотика. Этот парк один из самых красивых парков в городе. Так, и здесь много киосков со вкусненьким чем-то, с тепленьким. Сейчас вам посмотрю, если вы приходите в парк. Так, можно выпить кофе, можно выпить чай. Вот латте 70, 75, 80, зависит от объема. Это я, к примеру, латте взяла, назвала. Уже в такую погоду мозг вообще отключается и не хочет думать.
о чем говорить. Тяжело думать, а еще сложнее разговаривать на таком морозе. Да. Все соскучились за Ириной, и я говорю, Ира, давай уже, несмотря на холод, поехали Я с ней. идем на танцы, покажем людям одесскую незламность. Да, сейчас вы все знаете, в какой мы ситуации оказались. Критическая ситуация в энергосистеме Украины, обстрелы, постоянные тревоги, постоянный стресс. Но видите, одесситы не унывают, живут эту жизнь, все время об этом говорю, потому что вот у детей настоящее счастье, потому что снег выпал. И у взрослых настоящее счастье. Да. Держаться уже сил практически нету, но мы это держимся. делаем, мы держимся и ждем, конечно же, весну и лето. Знаю, что многие из вас интересуются, как сейчас реально живут одесситы, и пока мы идем в одно из наших самых любимых мест в парке, расскажу вам. Значит, по электроэнергии, то, к сожалению, она нас не радует, свет включают 3 часа в день, максимум 5, и то это большая редкость, хотя я знаю, что службы делают все возможное для ликвидации последствий обстрела, но, к сожалению, они очень серьезные. И сейчас из-за морозов, из-за того, что повреждено много электростанций, происходят аварии, и вчера произошла авария в нашей котельной, и чтобы вы понимали, в квартире буквально сразу очень и очень похолодало, очень тепло, нужно одеваться, потому что невозможно переносить такой холод. Сочувствуем людям из Киева, потому что мы читаем новости и видим, что из-за сильных морозов в Киеве в некоторых жилых домах у людей уже взрываются трубы отопления и просто затапливают квартиры. Поэтому держимся, греемся, не унываем и все загадываем, чтобы быстрее в нашей стране, в Украине, потеплело. Мы с Ирочкой пришли к пруду показать вам его прекраснейших обитателей. Здесь живут огромные, красивенные рыбы, карпы, кои, но, к сожалению, из-за такого сильнейшего мороза пруд замерз. И мы так и не поняли, здесь рыбки подо льдом еще остались или их перевезли в более теплые водоемы. Здесь также живут прекрасные маленькие уточки, но из-за такого холода мы сегодня их тоже не встретили. Здесь вот наглядно видно, как замерз пруд. Поэтому и рыбку здесь сегодня мы не увидели. Как сказочно прекрасен наш город, и хочется сказать спасибо всем, кто принимает активное участие в создании таких замечательных мест для отдыха, как этот парк. Потому что, приходя в него, ты, несмотря на то, что взрослый, все равно попадаешь в маленькую сказку и забываешь совершенно о всех своих проблемах. Chcemy przekazać duże pozdrowienia do Polski i chcemy przekazać duże pozdrowienia do Szczecina. Macieju, wiemy, że nas oglądasz. Dziękujemy Ciebie bardzo za to, że jesteś takim dobrym i wspaniałym człowiekiem. Dziękujemy Ciebie za wszystko. Так, передаем большой привет из Одессы. Tak, i bardzo chcemy podziękować za prezent na Nowy Так, rok. bardzo dziękujemy. Bardzo nam jest miło. Pozdrawiamy serdecznie z Odessy. Пока-пока. А знаете ли вы, что танцы старшей письменности археологи находят изображения танцующих людей возрастом более 9000 лет? А еще танцы улучшают мышление и память, потому что когда человек танцует, активируются оба полушария мозга. Поэтому, дорогие зрители, мы решили сделать это видео позитивным и всем напомнить, если вы любите танцевать, есть у вас настроение или нету, обязательно это делайте. Поверьте, если вы начнете, вы уже не сможете остановиться. Вот посмотрите даже на Ирину. Пришли мы сюда без настроения, ну а теперь, что сказать, счастливый человек на танцполе. Вы знаете, когда в Одессе выпадает снег, поскольку это редкое явление, то в городе какая-то появляется необычная атмосфера. Атмосфера уюта, атмосфера сказки, атмосфера настоящей зимы. Все гуляют с детьми, со своими собаками, выходят с семьями, как будто снег всех объединяет. Люди между постоянными тревогами стараются быть счастливыми. Очень много детей с санками. Классно.
хорошее такое у нас праздничного настроения на Новый год не было, потому что нас атаковали. Света тоже не было. Но сейчас выпал снег, и у Одессы, знаете, второе Рождество и второй Новый год, да, Ирин? Какая-то вот такая... Это будет еще дней 10. Зимнее праздничное настроение немного появилось, несмотря на все. Посмотрите, какая красота. Когда-то парк был не таким классным, потом его привели в порядок, открыли много заведений. Ой, скользко, да? Гололед. Гололед просто ужасный. Не везде все посыпали, хотя город старается. Дороги сухие. Но вот не везде можно спокойно ходить. В общем, появилось в Одессе еще одно место для отдыха. Это этот парк. Он такой классный, красивый, яркий, просто сказочный. Зеленый. Да. У нас, кстати, есть зритель, который активно когда-то принимал участие, когда создавался этот парк. Леонид высаживал здесь деревья. Так что, Леонид, вам большой привет из этого чудесного парка. Но жизнь всех разбрасывает, и теперь Леонид живет в городе Балтимор. Смотрит Одессу на нашем канале. Да. Классно вот это санки. Кто выбросил елку, вы сделали неправильно. Все только начинается. Кстати, почему-то разобрали, По ощущениям. уже в Одессе разобрали главную елку города очень рано в этом году. Раньше все время делали это гораздо позже. Но сейчас, не знаю, может в связи с тем, что нету света, нужно тратить еще дополнительные средства на содержание елки, поэтому ее убрали раньше. Танцы танцами, но пора уходить, потому что действительно очень и очень холодно. Уходим красиво. Появляется такой северо-западный ветерок. Понятно, что мороз будет усиливаться, это чувствуется. В общем, держимся, остаемся на позитиве, несмотря ни на что, не унываем. Еще мы хотим пожелать света, тепла и добра в каждый дом. Да, мы вышли из парка и снова, слышите, вернулись в свои будни, в свою Это, реальную конечно, жизнь. Генераторы Пожелание работают. для украинцев, потому что это очень актуально у нас. У нас звук генераторов, уже выключили свет местами. Но благодаря этим генераторам мы живем. Это, знаете, как искусственное дыхание. У нас есть хлеб в пекарнях, работают аптеки, работают магазины. Мы живем и очень ждем весну. Считаем каждый день. Как бы не было сложно, Тревога. тревога. Боже, что летит? Вот только этого не хватало, понимаете? Вот я всегда говорю, в Одессе жизнь это контраст. Хорошее, плохое. Вот вроде танцы в парке, да, люди гуляют, катаются дети на санках, тут тебя вышел генераторы, тут тебе на тревога. Но мы показываем оптимизм сегодня. Сейчас посмотрим, что летит.